Привет, дорогой зритель! Это мое первое видео на YouTube, и не буду скрывать, я очень сильно переживаю, и я безумно хочу, чтобы это видео было таким легким, приятным, теплым, укутывающим, и поэтому заварите себе чашечку чая, возьмите какую-то вкусняшку и приятного просмотра. Не буду лукавить, я откладывала это видео на потом долгие дни, недели и даже, наверное, годы, потому что я помню, что у меня еще на 2022 год была цель выставить видео на YouTube. Но мне было жутко страшно, жутко волнительно, это что-то такое новое, и, в общем, я решилась. И сейчас я здесь вместе с вами, поэтому, надеюсь, вам будет интересно. Немножко расскажу о себе, а потом перейдем к нашей теме. Меня зовут Ева. Мне 23 года, и я из Украины, из Николаева. Я безумно сильно люблю свою работу, и, наверное, мне посчастливилось, потому что я уже в свои 23 работаю 4 года, и я абсолютно кайфую от своей профессии. Я психолог и психотерапевт, и в своей практике я узнаю множество интересных и привлекательных людей, привлекательных в первую очередь как личностей. И поскольку у меня такая деятельность, где мне нужно постоянно учиться, прокачивать свои навыки, свою чувствительность, то мне, правда, есть чем поделиться, и, собственно, именно поэтому я и захотела вести свой YouTube-канал. Но мне важно здесь уточнить, что я не хочу делать этот канал таким суперэкспертным, успешный успех, это все совсем не про меня, и меня лично пугает такая подача, и поэтому я бы хотела преподносить это больше через лайфстайл, через мои какие-то ошибки, победы, какие-то лайфхаки, возможно. Мне кажется, это более естественным и более интересным. Конечно, мне очень нравится отвечать на вопросы, поэтому если у вас есть идеи для видео или вопросы, то вы мне их обязательно задавайте, я с удовольствием отвечу. Мне будет жутко приятно, потому что кто-то оценит, кто-то улыбнется, и меня это очень трогает. Поэтому оставайтесь со мной. Сейчас я нахожусь здесь, в Турции, с моим молодым человеком, и что-то мне нравится, что-то мне не нравится, не буду лукавить, но тем не менее, я благодарна этой стране, что здесь так много солнечных дней. Не знаю, что еще сказать, поэтому приступим к основной теме. Итак, забота о себе. Знаете, вот в этом термине можно сильно потеряться. Почему? Что мы подразумеваем под заботой о себе? Какие-то заботливые действия. Например, поход в спортзал, питаться правильно, питаться полезно, ходить на всевозможные спа, массажи и так далее. Звучит красиво, согласитесь. Но, с другой стороны, все это можно делать не из любви к себе, а из ненависти к себе. И в этом большая проблема, потому что сейчас так модно заботиться о себе, но до конца никто не понимает, а что же это значит на самом деле. Поэтому давайте разбираться. Итак, все эти действия можно делать из ненависти к себе. Например, ходить в спортзал не потому, что это поднимает настроение, и вы видите хороший результат в зеркале, а потому что там, фу, эти бока свисают, я не могу уже смотреть на себя, мне противно, и поэтому я хожу в спортзал. Или кушать полезную еду, тоже много вопросов к этой формулировке, потому что мама говорит, что нужно правильно питаться, и вот я заталкиваю в себя эти огурцы и сельдерей. Или ходить на массаж, потому что подружки все ходят на массаж, и, наверное, это правильно и полезно. Хотя кому-то противопоказан массаж на самом деле. Поэтому здесь очень важно понимать, что индивидуально вам подходит в контексте заботы. Ведь любовь — это про взаимность, про принятие. И самое главное, вот мне кажется, многие упускают этот аспект, но это ответственность. Ответственность перед самим собой, наше состояние, наши эмоции, наши чувства, наше здоровье и физическое, и психологическое. Поэтому все, не претензии, но все вопросы должны быть только к себе, а не к миру, почему так, почему мне ничего не помогает или кто-то мне мешает.
Интересно понимать, что в любви нету общепринятых правил. Есть только те, которые подходят конкретно вам. И именно поэтому любовь к себе равно знание себя как личности, свои предпочтения, что вам не нравится. Часто за заботой о себе мы гонимся за таким иллюзорным идеалом здоровых отношений, здорового питания, образа жизни. И, и все это будто бы сводится к такому максимуму. Но проблема в том, что как раз-таки такие мысли про себя, они могут вас подтолкнуть к какому-то заболеванию, психическому расстройству, и это может на самом деле привести вас к психиатрической больнице с расстройством пищевого поведения и в придачу с тревожностью и депрессией. А кому это нужно? Короче говоря, забота о себе может привести вас в тупик, в ловушку попыток почувствовать себя достаточным. Вы хотите стать будто бы ближе к понятию достаточности, что а достаточно ли я здоров, а достаточно ли я забочусь о себе. Ну, то есть вечная погоня. И от этого можно крепко устать. Тогда перед нами стоит вопрос, а что же такое забота на самом деле? У меня тут даже подсказочка есть, поэтому я загляну. Начнем с определения. Забота — это комплекс действий по отношению к какому-либо объекту, направленных на благополучие. К примеру, у римлян понимание заботы складывается из двух понятий. Это защита в значении охрана и смотреть, наблюдать. И мне кажется, эти понятия очень четко отображают смысл этого слова. Почему? Потому что для того, чтобы заботиться о себе, нужно постоянно находиться в таком процессе наблюдения за собой. А что мне нравится, а что мне не нравится, как я отношусь к вот этому. А мне нравится, например, на завтрак чай или кофе. Почему? Потому что это привычка или потому что мне искренне кайфую от вкуса кофе, его запаха, мое ощущение после этой чашки кофе намного лучше, чем было до этого. То есть важно постоянно обращать внимание на себя и на свои реакции. А охрана, потому что, знаете, в современном мире очень легко запутаться, что модно и что социально приемлемо, и что подходит конкретно мне. Тот же кофе, он далеко не всем подходит в качестве напитка, но очень многие его пьют для того, чтобы сделать там красивую фотографию, запостить в Инстаграм. Ну, то есть же даже вот эта традиция с кофе по четвергам с корицей. И я до сих пор не знаю, почему есть эта традиция, что она значит, и я так не делаю. И я чувствую себя от этого странной, хотя, никто как бы не заставляет это делать, но наш стадный инстинкт, он диктует нам делать именно то, что социально приемлемо. Именно поэтому есть ощущение того, что я немножко странная, что я не в этой тусовке нахожусь. Так вот, охрана. Охрана своих собственных ценностей, своих собственных хотелок и предпочтений. Например, одна из моих клиенток просто обожает ванны. Это отличный способ для нее как расслабиться, так и отдохнуть, отвлечься от какой-то проблемы. И она, в общем, может киснуть в этой ванне там 5 часов. Кто-то из моих клиентов ненавидит ванны и вообще считает, что это просто трата воды и времени, и, в общем, нет в этом никакого смысла. Поэтому все очень индивидуально, и нужно хорошо понимать себя и свои реакции, и защищать их, даже если они социально неприемлемы. Даже если кто-то скажет, как можно смотреть мультики каждый день, тебе же уже там 30 лет. Надо иметь смелость сказать, что да, мне нравится, это поднимает мне настроение, это позволяет чувствовать себя в таком эмоциональном подъеме. И, кстати, вот этот человек — это я. Я каждое утро смотрю Винкс, если что. Глобально забота о себе произрастает из таких вопросов. Как я? То есть как я себя чувствую? Чего я хочу? И чего я точно не хочу? И в данном контексте мы говорим про ваши потребности. И для того, чтобы вам было немножко проще разобраться с этой темой, я предлагаю вам, я хочу подсказать вам виды заботы. Ведь она бывает разной. От телесных каких-то практик и техник до психологических.
Первое. Основа нашего состояния — это тело. И вы знаете об этом не меньше меня. Если вы не выспались, то будете плохо себя чувствовать на протяжении дня. Или если вы выпили лишний бокальчик игристого, то на следующий день вам будет сложнее сконцентрироваться на важных задачах. Но с кем не бывает. Поэтому первый уровень — это тело и его восстановление. Качественный сон, хорошая пища, не полезная пища или не обязательно полезная пища. Часто нам недостает пищи, которая нам искренне нравится. Прогулки на свежем воздухе, йога и все физические нагрузки идут туда же. Поэтому прислушайтесь к себе, к своему телу. Возможно, ваше тело и плечи перенапряжены, и они сильно поблагодарят вас, если вы сходите к своему массажисту. На самом деле это один из моих любимых способов почувствовать себя хорошо. Я люблю прям так, чтобы посильнее. Второе — это творчество. Вам совершенно не нужно быть художником, вам не нужно красиво лепить из глины. Вообще оттачивание навыка и стремление к идеальности в данном случае сделает только хуже. Потому что смысл творчества в контексте заботы о себе как раз-таки наоборот, в том, чтобы расслабиться, в том, чтобы позволить себе не контролировать ситуацию, чтобы ваши руки делали что-то, о чем вы даже не подозреваете. То есть у вас не было плана какого-то определенного, или он был такой образный. Рисовать именно теми красками или карандашами, которые не позволят вам сделать идеальную картинку, там, холст с масляными красками. Нет, пускай это будет что-то простое, обычное, но тем не менее это будут ваши любимые карандаши. Это будет какой-то скетч, какая-то зарисовка, и вы улыбнетесь после того, как нарисуете ее, потому что она помогла вам в том, чтобы выместить свою злость, например, или наоборот, там, продолжить свою радость. И это очень важный момент, потому что именно творчество помогает нам немножко дистанцироваться от своих проблем и войти в другое состояние. Состояние, когда мы не пытаемся контролировать, мы не пытаемся быть идеальными, и все маски, они спадают. Не ограничивайте себя в выборе, это может быть чтение, это может быть вышивание, это может быть танцы под вашу любимую музыку. В общем, тут поле для фантазии. Третье — это взаимоотношения. Часто именно присутствие близких в нашей жизни, любящих людей, дает нам ощущение комфорта, тепла, расслабления. И почему бы не воспользоваться этой возможностью, если у вас всегда есть шанс почувствовать себя лучше благодаря своим друзьям. Общение с ними дает нам принятие, поддержку, понимание того, что все, возможно, не так плохо, как вы себе придумали, потому что мы склонны, к сожалению, фантазировать и рисовать худшие картинки в своей голове. И именно встреча с вашим близким человеком может вам очень-очень помочь и поддержать вас. И даже если эта картинка с вашей фантазией сбудется, возможно, этот страх вы преодолеете не самостоятельно, а за ручку со своим другом. И это уже совершенно другая история. Так что смело просите о помощи, когда она вам нужна. Разговаривайте со своими друзьями. Остановитесь, чтобы почувствовать благодарность за то, что у вас есть такие люди, к которым можно обратиться и которые с удовольствием вам помогут. Я думаю, это прекрасно. И последнее, четвертое, это духовные и вдохновляющие занятия. То есть это то, что наполняет вас энергией. И здесь нужно быть предельно конкретным, потому что то, что подходит одному, совершенно не подходит другому человеку. Это могут быть такие занятия, как походы на концерт, на балет, в оперу, поход в театр. Это может быть просмотр фильмов со смыслом. Это также могут быть психотерапевтические группы или работа с психологом. То есть наблюдайте за собой и снова-таки не забывайте защищать свои предпочтения. Кстати, я очень радуюсь, что психотерапия становится более популярной и доступной. И это значит то, что наш мир движется к тенденции осознанности, принятия себя и отстаивания своих личных границ. Ну что ж, друзья, на этом все. Рассказывайте в комментариях, что вы уже делаете для того, чтобы заботиться о себе.
Делитесь также и тем, что вы забираете себе в привычку. Может быть, я тоже что-то себе заберу, что вы порекомендуете. Будьте открыты. Не знаю, буду ли я дальше записывать видео, я протестирую, проверю, и мне будет невероятно приятно, если вы проявите любую активность в виде лайка, комментария. Меня это очень-очень поддержит. Спасибо. И последнее, что хотелось бы сказать, что забота о себе — это не прихоть, а это привычка. Привычка надевать кислородную маску в первую очередь на себя. Потому что если вы недостаточно отдохнете, поверьте, ваше тело как-то по-другому трансформирует эту накопленную усталость в виде конфликта, в виде ссоры. И, конечно, вряд ли вы обрадуетесь такому исходу событий. Поэтому лучше сразу об этом подумать и предотвратить вот такую ситуацию. Наверное, еще важно упомянуть, что забота не заставит вас полюбить себя. Заботиться о себе нужно тогда, когда вы уже знаете себя, уже любите себя и хотите какие-то маленькие действия в вашей жизни подобрать для того, чтобы вам было еще комфортней, и эти действия были продолжением вас как личности. А как я уже говорила, любить себя означает знать себя. И если вам нужна в этом помощь, пишите мне в Инстаграм, и мы подберем вам время для консультации. Чтобы вы всегда могли вернуться к этой ценной информации, в описании будет список идей для заботы о себе, чтобы вы всегда могли посмотреть на него и забрать себе что-то новенькое. Пускай каждое мое видео будет таким сигналом позаботиться о себе, хотя бы на крохотулечку, хотя бы на 15-минутную прогулку наедине с собой, или же вкусный напиток, который вам нравится, или вкусная еда, которая вам нравится, или же прочитать комикс, или что угодно, что вам нужно для того, чтобы почувствовать себя в комфорте, безопасности и получить вот это особенное удовольствие, когда вы проводите время в уединении и получаете и насыщаетесь вот этим благостным состоянием. На этом все. Хорошего вам дня или вечера. И надеюсь, увидимся в скором видео. Пока-пока.